Мы сегодня, короче, на втором Б, да? А еще на третьем А. И третьем Б. Давай я сниму. Ты на видео снимаешь? Да. Держи, пожалуйста. Все видюхи не удаляем. Да? Когда вырастем, будем на них смотреть и вспоминать. Закрывайте дверь. Сашка, держи. Вот смотрите, что открыть. Свобода! Люди, свобода! Оно. Сейчас появится куча народу. Когда вот на тебя сказали Петрёв, ты хотел его ударить? Отойдите, пожалуйста, и дайте покушать. Я говорю, пошел вон. Смотри, уходи, а то тебе еще не шапку выпил. Пошел вон, говорю. Нетрадиционно. В принципе, я сам являюсь пропагандой ходячей. Меня можно каждый день штрафовать за то, что я прихожу в школу. Вот я гей, и я прихожу там в школу. Вот. Взломали мою страницу ВКонтакте. И вот узнал весь класс. Естественно, гадости говорили на меня, там обзывали, предлагали вступить в интимную связь. На уроках рисовали на бумажке мужские гениталии. И вот это вот мне подсовывали постоянно, говорили гадости. Прошло 2 дня, и узнала вся школа. То есть там гудела именно, вот как выражалась социальный педагог, гудела вся школа. То есть знали абсолютно все, начиная с 5 по 11 класс. И по коридорам ходить было невозможно. Это плевки, оскорбления, выкрики обидные. Ну, у меня вообще, в принципе, каждый день начинается с торжественных возгласов, вот когда захожу в свое учебное заведение, там, педик, пидорас и так далее и тому подобное, но я уже их воспринимаю больше как вот слово «доброе утро». Буквально где-то неделю назад просто случайно коснулись этой темы с учителем. Говорю, что сжигать таких надо и ссылать куда подальше. Говорят, что таких, как ты, нужно сжигать, что был бы сейчас Гитлер вместо Путина, его давно уже расстреляли. Вообще агрессия идет. Девочки меня выгнали из раздевалки и сказали, что больше ты с нами переодеваться не будешь. И я на протяжении всего учебного года переодевалась в туалете. Ну, меня частенько унижают, там назначают стрелки и прочее. Недавно была ситуация, что меня избили, можно так сказать, да, вот. Ну, как бы, родители интересовались, что это, я сказала, ну, то есть ссадины типа остались, я сказала то, что там упала и прочее, то есть вот так. Вот пока мы с вами разговаривали, пришло еще 2 письма. Вообще в последнее время так они стали
часто приходить, что правда мы не успеваем выкладывать. Раньше как-то приходило вот по 3 письма в день. Мы выкладывали по 3 письма в день. Потом стало больше. Мы стали выкладывать по 4 в день. А сейчас приходит по 5 в день, по 6 в день. Один раз даже было 12. Вообще очень много. Сейчас вот люди, которые недавно узнали про проект, им совершенно непонятно, что это такое и почему вообще дети 404. Потому что многие как думают, что 404 это что? Это ошибка. Получается, вы назвали свой проект «Дети. Ошибка». И почему это так? Это же неправильно, у меня ошибка. Но на самом деле все началось с публикации в Росбалту, у которой просто был такой заголовок «Дети 404». И в тексте говорилось, что речь сейчас пойдет о детях, которые в нашем обществе невидимы, потому что о них не говорит правительство, о них не пишут в СМИ. И многие вообще не верят в то, что они существуют. Прямо как несуществующая страница в интернете. Дети 404. 705 писем на сегодняшний день. Вот все вот эти фотографии самых ранних. Очень-очень много. И до самых поздних, которые еще не выложены. Некоторые вот написали буквально сегодня. Тут вот у меня архив лежит. А вот эти вот картиночки мы ставим, когда человек не присылает фотографию. Очень часто приходится многим напоминать про фотографию. Я говорю, что мы закрываем глаза, закрываем лицо, но они все равно не присылают фотографию, потому что боятся. Есть один человечек, который нарисовал нам несколько вот таких пустых картинок, ну, как заглушки. Мы тогда вот ставим такую картинку вместо лица. Я не боюсь называть вещи своими словами, своими именами. Да, я гомосексуал, да. А понятие «нормальный человек», ну, это вообще, по-моему, нонсенс. Я такой же нормальный, как и все. Просто каждый человек особенный, а не ненормальный. Вообще, я осознал себя где-то лет 14, наверное, может, 13 даже. Осознание пришло как-то само собой. Просто в один прекрасный момент я понял, что мне нравится мой одноклассник. Вот и все. Впрочем, было тяжело, да, признавать это. Долгое время у меня была даже вот диагноз, даже такой есть специально искал, эгодистоническая сексуальная ориентация. Это когда человек, индивидуум, понимает свою сексуальную ориентацию, но не может в себе ее принять. Пытается с ней бороться. И это приводит к стрессам, эмоциональным расстройствам и так далее. Я просто влюбилась. И все. Для меня это шоком было. Я не знала вообще. Это был просто первый раз. Да еще и в девочку. И просто все это вот навалилось разом. Страшно было. У нас семья православная, и мой отец православный священник. И поэтому борьба внутри меня была очень сильной и длилась очень долго. После знакомства с этой девушкой я начала что-то понимать. Резкое противоречие, и вот именно что ненависть к себе. Пытаешься исправиться, пытаешься не писать, не общаться, думать о другом, ничего не получается. И вот злость на себя, и все, в принципе. Было очень сложно. Я думал, что я просто вот какой-то урод, и действительно где-то там что-то не так, у меня какая-то хромосома впихнулась, я мутант, я вообще не знаю, не с этой планеты, и вообще мне нужно истребить, потому что это неправильно все. То есть это действительно вот эта мысль, я не то чтобы я ненавидел других геев, наоборот, те люди, которые были открыты, у меня всегда вызывали вот истинное восхищение, думаю, как вы это делаете, как вы принимаете себя. Я в 14 лет. Когда мой паспорт выдали? Паспорт выдали в 2009 году. Ну, да, в 2009 году я где-то совершил каминг-аут. Вот мой паспорт. Вот так я выглядел
14 лет. То есть я сильно изменился, и, соответственно, у меня был лишний вес, я так не очень так привлекательно выглядел. И моя мама сделала вывод, то, что, может быть, из-за этого я решил стать геем. Вот. Вот представь, вот ребенка, да, которая, вот это я вот о себе говорю, 14-15-летнего подростка, которая вот приходит в школу, опаздывает всегда на урок, потому что если не образовать его зачем ряд. Он опаздывает в школу, перед входом в школу он крестится 3 раза, читает «Отче наш». Это правда. Это не шутка и это не смешно. Я когда проходил в школу, я 3 раза крестился возле входа и читал «Отче наш». А потом только заходил в школу. О, как раз звонок на урок или с урока. Если моя директриса меня опять увидит, у нее будет разрыв сердца. У меня это всегда было. Здравствуйте. Thank you very much. How are you? Very good. What are plans? My plans, I will go. I'm going to Canada. to Canada. Why? Хорошо. Because I don't love Russia. You don't love? Yeah. Тебе в любом случае нужен сейчас язык, я так понимаю. Это очевидно, да. Я иду в английскую школу, да, первый год. А потом я поступаю в Хаббард университет на журналиста. Вот. Это тоже в Торонто. Торонто тоже, да? Ну, это русское, в общем, там очень много русскоязычных. Да. Тебе будет Комфортно, не наверное. трудно, да. Так Ну, и, я думаю, если там были и русские, не русскоязычные, это бы ближе мне по менталитету, у вас флаг на букве. Rainbow Yeah. flag. Вот. Суп, капуста. 18. ЛГБТ, активисты. Даешь гей-парады в Москве. Идите нахуй в свою Голландию. Память еще осталась. К счастью, не забываю. Последние 2 года я слушал вот такие замечания. Как мне встречать в родной школе, пидорас? Невкусную булочку. Я ее никогда не любил. Вызывайте охрану. Они ебутся в жопу. Вызывайте полицию. Ебутся в жопу они. Давайте так разговариваем. Пусть вам полиция объяснит. Вы должны были спросить разрешение. Так, вызывайте полицию. Вызывайте полицию. Не выпускайте, вызывайте полицию. Они... На кнопку нажать. Нету в нашей школе. Они больны, конечно. Вообще
Значит, социальный педагог и психолог вообще какой-то бред несут. Но я сам виноват в гомофобной травле, потому что я не могу принять гомофобов, я не люблю гомофобов, и они не любят меня. Причем она как объяснила, вот ты им не показываешь это, но ты ж внутри их ненавидишь, вот поэтому они тебя и ненавидят. И ты должен их полюбить, чтобы они полюбили тебя. Я завчал, убери Да, понадел по-любому. Короче, там такие тёлки, Были попытки, кстати, встречаться с девушками. Я действительно в определенные моменты там чувствовал к ним любовь. Но вот когда все доходило до, так сказать, определенной точки, здесь не будем даваться в подробности, пожалуй, я понимал, что я немножко не удел с ними. Принятие себя довольно долго проходило у меня, где-то с 3,5 года. По сути, я мучился, не спал часто. Видит сосудистый дистонии на почве невроза. Мне такой диагноз поставили. А вы сегодня-то не планировали бухать? Купи мне ее. То мне с детства мальчики никогда не нравились. Просто происходило так, что бывало, мои подружки там говорят, о, какой красивый, что-то в этом роде. Но я им поддакивала, потому что, я не понимала, да, они считают красивым, но значит, это так. А потом, лет в 13-14, когда я достигла достаточно сознательного возраста, я начинала понимать, что меня больше привлекают девушки. Вот. И осознала я себя, в принципе, нормально. Это произошло, можно сказать, в один момент я когда-то просто села, задумалась и поняла о том, что я другой ориентации. Я видел снов множество, ты не умрешь, и я буду жить вечно. Наши божества убожества, любовь бесконечна. Это очень красивые стихи, и они мне безумно нравятся. Они обсуждают что-то вроде парней, вот я такая хорошая, у меня есть парень, или что-то еще. В общем, обычные женские разговоры, сплетни, которые меня часто раздражают. И, конечно же, они обращаются к рядом сидящим, типа, что, мол, а кого любишь ты, а есть ли у тебя там парень, есть ли там что-то еще. А у меня на тот момент была любимая из Белгорода. Я просто сказала, что да, есть любимый человек, он в Белгороде живет там. Они такие, и сколько ему, и как он, и что он. Потом, когда нужно было уже уточнить пол, я, так уж и быть, говорила о ней в мужском роде. Иногда показываю фотографии знакомых парней, как будто это те самые знакомые люди. То есть, они спрашивают фотографии, что я им буду показывать фотографии девочки и говорить, что нет, это парень. Главное, это почему начинался этот проект, это было самое простое желание. В законе же написано, что они защищают несовершеннолетних, но, разумеется, мнение несовершеннолетних абсолютно никто не спросил. И мне и хотелось просто, чтобы они высказались, чтобы высказались те, кого должен защищать этот закон. И не все в голос говорят, нас не надо защищать. Не нужно ничего. Нас надо защищать от вас и от ваших идиотских законов. Нам одиноко, нам плохо, нам никто не помогает. И что? Что-нибудь произошло? Абсолютно ничего. Как писал один человек в ЖЖ, которого я знаю только по нику, Форест 1333. Детей в нашей стране принято считать безмозглыми овощами. Дети из проекта «Дети 404» высказались, но их никто не захотел слушать. На, давай куртку. Ты почему не одел? Там холодно. Ты что какой бестолковый? Почему 200? 300. Не снимай это.
Нет, ты напиши, потому что отнимайся, это рабы. Все. Нет, подожди. Болтайте с ним. Она просто хочет показать, как она заботливая мама. На камеру она и готовит. Все, иди ключи только На самом деле хорошая. Молодец. Курочка смотрит, думает, блядь, куда я попал. Все, я пошел. Ключи. То есть, как бы я ребенка никогда ничего не старалась делать. Она всегда поддерживала его желание. В Москву поехать тоже. Это было его решение, естественно. И, понимаешь, мне вот все говорили вокруг, что я неправильно делаю, а у нас как с ним, мы принимаем решение, мы садимся друг перед другом, и просто каждый аргументирует своей точкой зрения. Его аргумент всегда перевешивает почему-то до сих пор. Да. То есть я могла бы сказать, нет, ты не поедешь, как ты будешь жить в другом городе, но я привыкла, что всегда нужно все аргументировать. Его аргумент всегда перевешивает почему-то. Вот, про меня тут фильм документальный снимают. Вот. Вы не против, если я приду с одним человеком, который снимает? Вот. Здравствуйте. 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 Привет, мой хороший. Все. Здравствуйте. У меня до 8 класса русский шел стабильно, да? А я сделал каминг-аут в 9 классе, там в конце. В 10 классе у меня русского не было вообще. У меня там 30 дней пропуска. В общем, я его, соответственно, она меня научила за полгода. К ЕГЭ подготовила, потому что я сдал на 4. Пропал. Не туда, не сюда. А у меня проблема, я телефон сломался. Тебе русским надо заниматься, если ты журналистикой хочешь. Я же английский. Ну, все равно. Все равно английский, русский. Это какой-то другой возьми, учи язык. Английский. Будешь. Ну да, это там же... Я сейчас буду год в языковой школе учиться английского языка. А потом уже 4 года бакалавриат на вот именно журналистику. Все сложно так. У меня 7 числа экзамен опять будут по английскому. То есть октября и в подготовках. Вот. Ну, это того стоит. Вот. Все интересно получилось. Ну, все равно, все интересно. Ты парень общительный, дружелюбный, ты найдешь своих друзей и все. Нет, ну это... Только вот подлость не делай, и все. И марку держи. Все-таки это помни, что ты все-таки из России. Как-то не будь совком. Нет, вот, нет, да, нет, нет. Вот это за вот эту жвачку там трясти. Неси гордо свое звание, и все будет замечательно. Ты им доказал, Все. Ну, это да. Адью, ты, значит, скажете, прощаю я вам все и все, а я улетаю. И я буду жить счастливо, счастливой. Даже вспоминать вас добрым словом я не буду. И все. Как говорится, на каждый роток не накинешь платок. Вот даже возьму мою проблему. Если в меня полюбил меня, вот у меня муж был, он вот сейчас вот умер, высокий, нормальный. Это, да, некоторые даже осуждали. Ты что в ней нашел? Ты что, не мог лучше найти или так далее, и так далее. Почему? Только дай мне слово, посрежешь челку. У тебя красивые глаза, красивые. Когда-нибудь, может быть... Нет, не когда-нибудь, и все, никогда-нибудь, и все. Я тебе про длину ничего не говорю, а вот эту челку, вот это обязательно. Класс? Обязательно нужно. Ну, счастливо, мои хорошие. Счастливо. До встречи. Счастливо. Вот такой интересный человек. Кстати говоря, о геях мы заговорили с ней впервые. Но она знала то, что я гей. Но сейчас заговорили как бы впервые. Вот, нетрадиционная радуга. Никакой гей-пропаганды. Все спокойно и чисто для детей. Идите, мои сладкие, идите. Я вас люблю, но вы мои хорошие. Идите.
Я уезжать не хочу ни в коем случае. Во-первых, это, я считаю это предательством. Я не считаю предателями людей, которые уезжают за лучшей жизнью, потому что это их право. Потому что у нас одна жизнь, и каждый выбирает для себя. Но не хочется уезжать. Это такой настолько радикальный шаг, что, наверное, приобретенная свобода, она просто не компенсирует того, что ты потеряешь, когда ты уедешь туда. Пожалуй, это единственная вещь, которой вообще никого из жителей Нижнего Тагила удивить нельзя, потому что танки у нас повсюду. У нас вообще мало кто путешествует. У меня даже вот среди моего круга знакомых, наверное, половина, даже больше, за границей никто не был. Есть даже такие люди, которые вообще не были дальше своего города, ну и области. Никуда не уезжали. Не знаю, работает он или нет, но вообще должен работать. Судя по всему, не работает. А, нет, работает. Из 3 дверей работает только одна. Музейные атрибутики. Вот здесь стояла сцена, 3 ряда хора было, вот. И здесь сидели зрители, высокопоставленные чиновники, вот. Goatkeeper and glorious and free, oh Canada, we stand, oh God, for free. Oh Canada, we stand, oh God, oh free. Я никогда не думал в жизни вообще, что я буду петь гимн Канады в Ленинском мемориале, где 6 лет... Вот я 6 лет назад вот никак не думал, то, что я буду петь гимн в Ленинском мемориале. Это для меня, на самом деле, большое удовольствие. Вот это мне... Вот это смотреть мне прям противно, если честно. Вот это ладно, вот это хороший человек, да, нормально. А вот это уже нехорошая картина. Видишь, написано ковер. То есть смотри, делай для чего? Делай, чтобы ходить. Поставить в туалет. Вот здесь. И ходить. Но они перепутали и повесили на стенд. Питерский депутат против уральской журналистки. Скандально известный законотворец Виталий Милонов объявил войну организатору закрытого сообщества в социальных сетях. Елена Климова создала группу для поддержки несовершеннолетних с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об инициативе тагильчанки даже писали западные СМИ. Однако, выполняя, как ей казалось, благое дело, девушка, возможно, перешагнула законную грань. Сейчас ее деятельность изучают свердловские правоохранители. Я до этого работала корреспондентом там в газете, а потом полгода была главным редактором. Не было ко мне совершенно никаких претензий. Я там с Женей познакомилась. Мы работали в одном отделе, в редакционно-издательском. Ну, подружились. Что-то между нами вспыхнуло.
И вот как говорят, мы ничего там не сказать, что прямо выпячивали или еще что-то. Но все почему-то все поняли. А потом мне начальница моего отдела говорит: пиши заявление, увольняйся по собственному. Я написала заявление и ушла. А через несколько дней Жене сказали то же самое. Пиши заявление, уходи. А она-то там работала вообще 10 лет. Все время на одном и том же месте. И она вообще классный редактор. Да. Марина пришла. Догадайся, что там? Там вафли. Конечно. Конечно. Раздевайся, вешайся в шкаф. Ну, нам принесли газету УВЗ «Машиностроитель». Да. Сердце современной металлургии. Это где шкаф? Шкаф справа. Знаю. Я хочу, шофер, чтобы тебе повезло. Запятую после «хочу» пропустили. Да, тоже нашли эту ошибку, здравствуйте. А что они так поздно-то ее нашли? У вас кто корректор в Там газете? написано Маслова, Анна какой-то вот там. Машиностроитель. Написано, да, что корректор. Ладно, забирай свою поганую газетку. Во, а ты говоришь поганую. Что когда человек гетеро, его как называют? Сексуал. Вот. А почему не сексуалист? Гетеросексуалист? Да. Длинно, отсекли. Длинно, а гомосексуалист не длинно. Ну, А вот почему? просто Какой еще у нас? должно быть гетеросексуал и гомосексуал. Это гомосексуалист, бисексуал это... говорим, потом кто у нас еще сексуал есть? Вот бисексуалист тоже никто не Бисексуалист не говорит. говорим. Это звучит дебильно. Бисексуалист. Велосипедист. Суффикс-ист это наш. Что, Неважно. принадлежность к профессии, да, какой-то? Профессия гомосексуал. Ну или к... Да, там к отрасли. еще к... Каратист. Спортсмен. каким-то. Марксист. Да, эти все. Господи, я была такая дура вообще. Ну, я вообще не подозревала, что кто-то что-то о нас может говорить. Я тоже не подозревала. Ну, дружно, что? А кто-то что-то говорил, оказывается. Хотя на автогиле вам вот как вступили? Как на автогиле? Ну, я понимаю, что не самое лучшее, но вот вы ходите... Нет, подожди, вы это ходите говорит за- человек, который был наш прямым свидетелем, как нас уволили с работы, извини меня. Это с работы. Да. Потому что... Что потому что? Ты не помнишь, почему нас уволили и как? Помню. Ну, расскажи. За что нас уволили? То, что вы сидели на одном стуле. Ну. Держались за руку, по-моему, да? Держались за руку. Что еще? И заходили студенты, подрастающее поколение с неустойчивой психикой, видимо, еще не устоявшейся психикой. Это ты чей взгляд ты сейчас выдаешь? Свой? Ну, чей мне доложили, чей вот это выдаю. А ты как относишься к гей-бракам и всякому такому? К бракам именно уже, или просто... И к бракам, и к усыновлению детей, и к рождению детей. Ну, я так к этому отношусь спокойно, поскольку, может быть, потому что это меня не касается. Интересно, как это может тебя касаться? Да, действительно. Чтобы тебя это как-то... Ну, не знаю, там, мой родственник, там, родители, там, кто еще могут быть там. Ну ладно, твой родственник гей. Что дальше? Тебя это коснулось, что изменится? Ну, скорее всего, не будем с ним общаться. Почему? То есть ты сама решишь с ним не общаться? Нет, не я, а другие родственники, судя по всему. Так я же тебя спрашиваю. Я? Да. Да, наверное. И мама. Мама. Где мой чемодан? Ай. Я уже приехала. Я вышла, я иду уже, иду. Да, я иду уже. Паша. Я в гостях возвращаться. Ну, сейчас я уже... Чё? Лучше бы всем было все равно, чем так, как сейчас. Мне кажется, что все равно это самое адекватное решение. Я тихо извиняюсь, Ты но знаешь, она пришла. многим людям все равно. Родители, ну, вот маме я рассказала, причем это было совершенно неожиданно, она меня как бы даже сама спросила. Она позвонила мне по телефону. Так получилось, что она поссорилась со своей подругой, и вот подруга ей сказала, мол, кого ты воспитала, у твоей дочери ВКонтакте лесбийские видео в поддержку однополой любви и всякие статьи против правительства. И вот она мне позвонила, говорит, почему люди на тебя жалуются. Я, конечно, могла сказать, что это не мое, там, меня взломали, ну, всякий такой бред.
Но поскольку камин-аут я все равно хотела совершить, я ей сказала все честно. Она не поняла, зачем я ей это говорю. То есть она будто бы не хотела знать об этом. То есть она не понимала цели. Мне казалось, что я делаю ей назло что-то, специально пытаюсь как-то больно сделать. Буквально вчера случился скандал, потому что там какая-то передача была по телевизору касательно всего этого. И я говорю, мол, мам, переключи, там мне неприятно, туда-сюда. Ну, началось, что вот, ты там ненормальная, больная, зачем я тебя рожала, и т.д. и т.п. Мам, я сейчас закончу! Она говорила, что, собственно, я не ее сын, что она меня ненавидит, что я ошибка природы, что мне нужно было там, чтобы выкидыш произошел, и нужно было умереть еще вот, перед тем, как родился, и так далее. И всяко обзывал и педики, и гомники, и так далее. Ну, я думаю, что если я вот это ей там как-нибудь скажу, то она меня просто выгонит из дома. Какой-то человек написал папе смс на телефон, что как бы я встречаюсь с девушкой, там еще что-то написал, а папа просто как бы сказал, если ты такая, то признайся, говорит. Ну вот, я ему сначала сказала, что неправда, потом все равно это выяснилось, что все правда. Он сказал, я горжусь, что моя дочь не такая, как все. Ой, собака. Мама не знает. Мама к этому отрицательно относится, и ни я, ни папа, мы маме не говорим об этом. В какой-то момент просто это у меня все накопилось, и я подумала, ну, хватит уже сидеть в шкафу и из шкафа раздавать ценные указания, как правильно выходить из шкафа. Вот. И рассказала все маме. Ну, как все кончилось, так кончилось, ничего еще не кончилось. Я думаю, еще очень долго это будет продолжаться. Еще долго она будет меня не принимать. Но на самом деле стало намного легче, потому что раньше действительно приходилось много врать. А если ты лжешь, то ты начинаешь лгать все больше и больше, ты запутываешься, ты противен сам себе, и тебе стыдно. Ты начинаешь забывать, что ты кому соврал, кому ты что-то сказал, кому ты что не сказал, кому как кого представил, где... Ой, это вообще ужасно на самом деле. И гораздо проще... Да, гораздо проще открыться и потерять кого-то из своего окружения. Или гораздо проще открыться родителям, но чтобы потом говорить правду. Хотя вот когда подростки ко мне обращаются и спрашивают... Чаще всего-то спрашивают как раз это. Надо ли открываться? И я вот, прочитав эту целую гору писем, говорю всем одно и то же, что самый идеальный вариант — это все-таки не открываться до какой-то более-менее самостоятельности. Был скандал, произошел разговор в духе «ты мне не дочь». Я просто взяла ножницы, собрала волосы, обрезала, сказала, значит, у тебя будет сын, мама, поздравляю, мне нравятся девочки. Вот. А после этого порванные джинсы, после этого чтение переписок, после этого вскрытие почтовых ящиков. Мама считала, что проблема в том, что я не веду себя, не одеваюсь как девочки, поэтому у меня вот такие странности. Родители, мне кажется, они ищут причину. Они ищут причину в каких-то посторонних вещах, не пытаясь подумать о том, что думает их ребенок. Ну, она так у меня спросила, типа, что за херня? Ну, в общем, я расплакался. Я не смог с собой ничего поделать. У меня был такой нахлыв эмоций, как так? Всю жизнь скрывать. А тут сейчас, как снег на голову. В общем, я не знаю, я ей быстро наплел то, что бла-бла-бла, такая вот любовь. Ну, там, в общем, мы пару раз ходили к психологу. У психолога я тупо хныкал, там сидел, что-то какую-то херню нес, а потом сказал, да, у меня все хорошо, все нормально. Спасибо большое.
социальный педагог задавала мне вопросы, не было ли сексуального насилия по отношению ко мне в детстве. Она предположила, что если меня в детстве изнасиловал мужчина, и мне это понравилось, то поэтому я стал геем. Либо меня изнасиловала женщина, и мне это не понравилось, и у меня отвращение. Как она сказала, я ненавижу женщин, и поэтому я гей. А потом она оставила меня наедине с инспектором полиции, значит, и утверждала, что мне нужно просто поговорить по-мужски с мужчиной. Вот так вот. То, что типа у меня нет отца, и мне нужно с каким-то мужчиной поговорить. Ответа нет. Здравствуйте. Ирина Сергеевна? Да. Это снова Витя, друг Гоши. Виктор, друг Гоши. Да. Что вы хотите, Виктор? Мы сейчас... мы хотим, чтобы Гоша к окну подошел, просто посмотрел. Мы его просто тут стоим вместе, чтобы подбодрить. Нет, знаете, Гоша сейчас болеет, и поэтому он сейчас никуда не... К окну. К окну. Просто к окну подойти. Он лежит в постели, у него болит голова. А к телефону его можете дать? Нет. Почему? А почему? Потому что... Ну, что значит потому что? Почему? Ну, потому что я объяснила, что все вот эти ваши дружба, вся дружба, заканчивается. Почему? Потому что... У Гоши суицидальное настроение, он это передавал. Тут вот в том-то проблема, то, что мы пытаемся как-то его вытянуть из этого всего, потому что у него суицидальное настроение. Он передавал, у него периодические истерики. Наша задача как можно сильнее помочь ему, именно помочь. Вы очень мало знаете о своем сыне, он вам мало очень говорил. И, пожалуй, вам надо просто с ним сесть и поговорить по душам. Он много чего вам не договорил, и вообще, по-хорошему, Ирина Сергеевна, нам надо всем встретиться и просто поговорить. Нет, с тобой встречаться точно не буду, 100%. Баланс белого. Ну что ж, мы сейчас находимся перед Гошиным подъездом. Сейчас мы будем скандировать какими-либо лозунгами. И первый плакат «Любовь сильнее ненависти», следующий плакат «Гоша, ты лучший». Любовь сильнее ненависти! Любовь сильнее ненависти! Гоша, ты лучший! 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 Давайте сдвигаемся пока что на наше безопасное местечко. Если вдруг что-то, мы всегда можем съебать по лестнице. И набираем его маму. Вы стояли с плакатами, стояли. Еще только раз, это выходка. Вас поймают, не только к родителями вас приведут за задницу и за яйца, а порвут и порежут на ремни. Ты понял меня, сосунок серов? А еще больше не было. И это мне говорит человек, который в храме работает. Я все сказала. Я тоже все сказал. То, что, типа, как будто только после знакомства со мной он, типа, стал геем. Вообще, это вот просто такой трэш. Хотя и мне известно, и ему, естественно, у него это уже как несколько лет тоже длится все. Там вокруг него вот кружится вся семейка, просто обкладывает его благим матом. То, что ты такой-сякой, периодически его бьют. Вот как-то так это дело получается. Но еще сначала поили вообще какими-то, походу, транквилизаторами, потому что там овощное состояние было у человека. Его мать сказала, что вообще все связи оборвут. Ну, естественно, они после школы, наверное, будут его просто встречать. Ну, какое-то время. Естественно, они постоянно это не смогут сделать. Но есть вот такая как бы идея. Потом, когда уже более-менее это все дело уляжется, ну, через недельку им просто надоест его встречать из школы. То есть, такую вот подставную девушку ему найти. То есть, точнее, моя подруга уже, она готова как вот сыграть такую роль. Она сама ее предложила. То, ну, там целую длинную историю придумать, как они там познакомились. Вот, там постоянно, типа, будут гулять, но при этом он не будет заявлять, то, что это конкретно его девушка, то есть подруга сначала. То есть, чтобы ничего не заподозрили, чтобы как-то это дело развить потихонечку ситуацию. Ну и так вот потихонечку он с ней выходит на прогулки, но, естественно, она сразу его передает уже мне. Ну и вместе с нами либо гулять, либо там дальше по своим делам. У меня семья так получилась очень религиозная, и у меня еще получается приемная семья, и это не молодая семья, как бы. Моей матери сейчас 52 года, отцу сейчас 62 года. Такие приверженцы Сталина, даже если попасть ко мне в квартиру, то в
коридоре прямо у входа висит портрет Сталина. Не знаю, я пытаюсь ей объяснить, он говорит, ты несешь бред, ты сын дьявола, начала водить по батюшкам. Просто я начал замыкаться сам в себе и погружаться в свои мысли все глубже и глубже. Вот. До суицида дошло, да. Вот. Начал пить таблетки, запивать водкой. Не помню, на какой таблетке. Заходит сестра, мне пришлось быстро все спрятать, но не пройдя и часа, у меня пошло отравление, мне начало плохо. Меня повезли в больницу, я тут потерял сознание. Но самого факта там клинической смерти там, или комы ничего не было. Просто я упал в обморок из-за того, что, наверное, проблевался неплохо. В конце концов, я решил уйти. Когда мне надо было идти на учебу, просто-напросто собрал вещи, ушел. Попросил у одноклассника перекантоваться в определенное время. Вот, получилось. Я у него жил 1,5 месяца, потом складывается такая неприятная ситуация, что я ухожу, прибываю с места на место. И тяжело находиться на одном и том же месте. Что мама часто раскрывает, где я нахожусь. Вот. Гера. Гера, иди ко мне. Ничего, не оставалось выбора у меня, где оставаться. Родители гомофобы. Да, отец бабушки. Вообще гомофоб на гомофобе. Яростный гомофоб. Он когда узнал, что я ему не сказал сначала, что я гей, сказал, что я би. Он когда узнал, он не мозг выносил. Ну, мы с ним поругались и все. Ну чего, наконец-то вы к нам добрались. Герафо. Мы Геру потеряли, там собаки Пристали к ней, да? Она бежала, я нашел. Я крикнул, конечно, она сразу побежала. Гера. Почти. Гера. Что он там делает, да? Лиза, ты хоть повыше сядь. Повыше. Вот ты моя хорошая. Ну, это Наташа нам помогла прийти у нас сюда, мы и по хозяйству помогаем. И сейчас как бы решаем проблему найти нам работу, жилье. С 16 лет мне как бы родители деньгами не помогают. Я поступил на первый курс, стал работать. Прогуливал я, немного, в принципе, но... Редко, но метко. Да, редко, но метко, как бы старался. Одеваю себя сам. Покупаю все себе сам. Хорошо, что с шеи слез родителей. Сейчас я хочу спокойной, мирной жизни уже. Мне все надоело. Найти себе парня, жить с ним вместе, любить друг друга счастливо. Больше ничего не хочу и работать, чтобы все свое было. Чтобы ни от кого не зависеть. А то когда зависишь от кого-то, это плохо. А сколько их по стране таких бегает? Много. У нас в Москве еще такие есть, только они боятся обращаться, не знают кому. Они не знают куда, не знают кому. Потому что на улице холодно, мы спали на бетонных, бетонно так стояли, мы этими пакетами клали, и все по очереди спали, по 20 минут спали. Потом бегали, чтобы размяться. Я не жалуюсь на то, что Россия такая, но на самом деле я говорю так, как есть. На самом деле я не понимаю, как 15-летний будет выживать на улице. Если я в 17 лет, ему 19 лет, мы пищали от холода, а 15 лет что? По подвалам? Вот и все. По подвалам только. Или проституцией заняться. У нас в Москве проституция как-то еще более-менее, в Санкт-Петербурге тоже. Ну, а в Ухте? Вот куда он пойдет? В лес? Шалаш делать? Он пускай увидит меня со стороны, я даже свое лицо скрывать не буду. Пускай все знают. Я буду собой гордиться лучше, чем буду унижаться всю жизнь. И все.
Некоторые, да, они не верят, что я гей еще до сих пор. Одноклассницы. Некоторые подозревали, что я би даже. Я думаю, что нужно создать психологический центр для родителей таких детей в первую очередь, чтобы они услышали своих детей. Их нужно услышать. Сначала там сгоряча можно накричать, наорать, из дому выгнать. А вот реально не станет твоего ребенка. Не станет, скинулся он с крыши. Вызвали тебя в морг для опознания. Локти ж себе кусать будешь. И орать будешь. Пусть голубой, пусть фиолетовый, пускай зеленый, но живой. Я рассказывала ситуацию, вот они уехали, мама с дочкой. Когда девочка пыталась покончить жизнь самоубийством и осталась калекой. Мама теперь собирает деньги. На Израиле они насобирали денег, чтобы лечить ребенка. И кусает локти. И говорит, что лучше бы она была лесбиянкой, но на 2 ногах, здоровая и нормальная. Чем вот всю жизнь видеть своего ребенка калекой и зная, что ты сделала этого ребенка калекой. Своим непониманием, своим грубостью, своей... Тем, что не захотела вовремя выслушать, понять. Случилось так. Гей у тебя сын, лесбиянка у тебя дочь. Живы, здоровы, руки, ноги есть, учатся. Слава тебе, Господи. А как салат называется, забыл? Этот? Угу. Салат и салат, ешь себе. Не, просто не перчак мне такой салат дают. Просто не перчак такой салат готовит. Как называется он, наверное, по-особенному? Дали. Капуста. Это такой, знаешь, в ресторане такой есть. Угу. В секрете видел. Не видел, я кушал. Так я... Знаете, что нужно, чтобы в семье царил покой? Любовь, уважение, понимание. И у каждого по ноутбуку. Что, у тебя нормальный нет работает? Да, нормально. У меня даже самолеты загружаются. Но мне некого отправить. 36. Смотри, 36. Наташка, хочешь к нам в трансляцию? Наташка еще светит с нами. Зачем? Мы сейчас так сделаем. Я говорю, у меня лоб большой. На камере ты такой написал. Все, писать, молиться и спать. Все, мы ванильные московские шмандовки пошли спать. Ой, все. Мне приснился кошмар, то, что я лечу на самолете, потом внезапно оказываюсь в Москве. Я не могу понять, в чем дело, потому что я летел на самолете в Канаду и переместился обратно в Москву. Я кричал. Он сейчас приснился бы Джастин Бибер. Дом у моря. Семья. Но я думаю, это у меня и так все будет, кроме Джастина Бибера. Потому что не у моря, а у озера. Там в Торонто есть озеро. Я убежден, что через 7 лет у меня будет семья, маленькие дети, дом возле озера. И моя цель основная жизненная будет выполнена. А потом уже начнутся другие цели. Это политика и карьера. Для меня важнее семейные цели, чтобы у меня была семья, домик и дети. Мама будет тоже жить в Канаде. В общем, все будет хорошо, я забуду Ульяновск как страшный сон. Я его так забыл, как страшный сон, только иногда возвращаюсь с него, не знаю для чего. В эту школу. Черт.
Это... Я не ожидал, что меня так сильно помнят в этой школе. Тоже, конечно, такое ощущение не очень хорошее, что невозможно всех уберечь и помочь всем тоже нельзя. Эта мысль вообще так угнетает. Но это, конечно, мысль не новая, она глобальная. Дети в Африке голодают, всем помочь вообще никак нельзя. Но у меня просто такое, как чувство, что ли, что я вот к этим вот детям именно как-то сердцем, что ли, прикипела немножко. И вот они пишут, это для них важно. Но всем не помочь. А чтобы всем помочь, надо делать что-то глобальное, надо менять общество. А это уже, конечно, задача не одного человека, не 5 человек. Это не знаю, что должно случиться. Как показывает история, все обычно меняется в лучшую сторону. Так что есть на что надеяться. Вот. В Америке 50 лет назад все было очень плохо. А 60 лет назад негры ездили в общественном транспорте на отдельных местах. Вроде такое обычное предложение, а 60 лет назад это что это? 2 поколения всего назад. Уже до сих пор даже живы люди, которые это помнят. А сейчас расскажи кому-то, ребенку, вот, представляешь, он скажет, да ты что, да разве такое было, да не может быть. Будут у нас или дети, или внуки, так тоже, наверное, будут говорить, о, бабуля, да ты что, про тебя и геев, что ли, гнобили? Ты вообще в каменном веке родилась, да, внучок, при Путине, о, да когда это было? Точно так же и будет. Потому что все как-то развивается в одном направлении. Это действительно неизбежно. И тут только вопрос времени. Сколько это времени займет. Красиво. 66 место по уровню жизни. Да, я знаю, что я напишу.
боишься? Нет. Стоять-то? Нет? Нет. В центре Москвы пидорас, блядь, стоит. Бля, мы же демократичная страна. И смотри, пропагандирует. Но не навязывает. Как не навязывает? Плакат купил за 10 рублей. Маркеры цветные. Эдуард ебаный, а? Подожди, а в России вообще как бы нельзя ехать? Что там такое? А можно в России быть геем? Есть. Не, просто по законам. Просто интересно, на самом деле. Я их запрещаю. Отлично. Мы против. Правда? Правда. Они такие. На каком основании? На основании 54 федерального закона. Расследовать режимную часть. Защищаешь друга? Да? Ты меня задержишь? Защищаешь, а? Сам небось такой же? А? Я бы хотел, чтобы вы держали этого гражданина за оскорбление. Задержали этого гражданина за оскорбление. Я думаю, в этом подтверждении есть видео. Я на него, напишу на него заявление за оскорбление и за плевку. Это на это есть видео. Сейчас вы проследуете вместе вот с этими молодыми людьми в отдел полиции Тайгор, где молодой человек изъявил желание написать на вас заявление. Вы можете также написать на него заявление, если у вас есть к нему претензии. С Эдуардом, кстати. Проследуйте в отдел полиции Тайгор для дальнейших разбирательств. Даже в том, что мужчина назвал меня пидором, плевался, есть плюс. Не хотели волокиты с этим мужчиной, поэтому отпустили меня и его. Он подошел к женщине-полицейскому и сказал, что я пропагандирую гомосексуализм. То есть человек сознательно это сделал, применив это, так сказать, закон, да, как он думает. Вот. Даже как-то смешно было. Вот. В этот момент я думал о том, что через 2 недели я покину эту страну, мне было спокойно. Поэтому... Сейчас у меня шнурки гомофобы уже достали меня. Почти все вот однополые семьи, которых я вижу перед собой, но в основном в виртуальном пространстве, они почти все обсуждают то, как можно уехать за границу прямо сейчас, прямо немедленно. Выбирают страну, собирают документы. Большинство. Потому что всем страшно. Я не хочу бояться. Жить в страхе постоянно просто невозможно. Я тоже не хочу бояться. Это так противно, когда тебе все время страшно. И боишься ты неизвестно чего.
Надо просто решать проблемы по мере их поступления. В этом случае действительно. Ну а что делать? Может быть, не заниматься никаким активизмом, не помогать подросткам, не писать никаких материалов, просто жить дальше, ничего не делать. Это, конечно, можно сделать. Нет, это невозможно сделать. Потому что даже в этом случае ты не будешь чувствовать себя в безопасности. Я думаю, даже адепты подковерного образа жизни, которые говорят, надо сидеть тихо и нас никто не тронет, мы сидим тихо и нас никто не трогает, они на самом деле не понимают, что мы все находимся под одной и той же угрозой. И те, кто выходит на площадь с радужным флагом, и тот, кто сидит тихо и никого не трогает, на любого смогут настучать, любого может коснуться проявления гомофобии, какие-то нападения. Это ни от чего не страхует сидеть тихо. Но раз сидеть тихо бессмысленно, будем сидеть громко. Да. Будем сидеть громко. Но, надеюсь, мои слова не вернутся буквально. Нет. В школе из года в год проводят День толерантности. Всех учат быть толерантными друг к другу, и при этом у нас в стране творится просто беспредел какой-то. То есть это очень двулично, я считаю. Как бы гомофобия уже становится на законодательном уровне. То есть они показывают то, что вот это другие, им нельзя то, что можно обычным людям, скажем так. Поэтому гомофобы чувствуют себя более уверенно, когда у них вот, скажем, такая законодательная поддержка. Четко сказано о том, что однополые отношения не являются равными отношениями между мужчиной и женщиной, то есть, стандартными. Мне это вызывает... Я просто ехал, я испытывал такую ненависть ко всей этой думе, ко всему, связанному с правительством, что я не знал, что я так могу вообще, потому что кто вы вообще такие, чтобы решать, что нормально, а что нет? Я просто не считаю, что существует такое понятие, как пропаганда. То есть, что можно сказать? Эй, дети, становитесь все геями, нас все бьют, унижают и ненавидят, это так круто. Милонов собирается закрыть доступ к этой группе, то есть я слышал, что он хочет, чтобы этой группы не было ВКонтакте. Мне интересно было бы самого посмотреть, если бы у Милонова были дети, у которых были бы такие же проблемы, что бы он сказал на этот случай. Таких детей, как я, для них просто нет. А за других, за как бы нормальных, они беспокоятся, да. Привет, Нет, что ты хочешь? Ты поела. Значит, от нас ты убегаешь? От кого? Из деревни? Из России? Из России убегаешь. Ну, что, да, не убегаю, эвакуируюсь. Эвакуируюсь? Да. Это парни. Это... это... Это в огород поставь пугало такой. Точно ни одна ворона, ни одна птица не подлетит. Он вчера по телевизору передавал. Ты что наделала? В газете написано. Когда разрешили в России однополые браки, значит, мужчины могут хоть нормально жениться. Хоть в России, хоть за Россией, хоть под Россией, везде одинаково. Я хочу семью, чтобы она у меня была в Канаде там. Там какую-нибудь черномазую найдешь.
И будет черномазая. Ну и что? Гладила любовь. Черномазик. Если доживу, приведешь мне черномазика, я и буду на него смотреть. На черномазика, какой он. Вот. Ну, ладно, дед с черномазиком пойдет на охоту. Ну как разница? Ладно, говорю, чтобы любовь была. Черный. Это так, сынок, да. Лишь бы жизнь была хорошая. Все было хорошо. Надеюсь, в Новый год приеду. Приезжай. Вот, если заработаю. Все, до свидания. До свидания. Господа, ну они все на 9 часов. Все, 9:25 самый дальний. И они появляются вот здесь. То есть здесь они появляются вот так вот, понимаешь? Что такое чик-ин? Идет посадка. Чек-ин — это регистрация. Ага. А бординг — это уже посадка. Да. Understand. Ну, конечно, все будет хорошо. Просто меня никогда не готовили к такой жизни, что меня будут ненавидеть. Я очень боюсь, что меня будут ненавидеть. Я, стараюсь этого как-то не показывать, но я вряд ли смогу прожить в обществе, где меня будут открыто ненавидеть, пусть даже по такому поводу, как сексуальная ориентация. И я надеюсь, что мне удастся этого избежать, что я смогу работать, жить где-то, где меня это не будет особо касаться сильно, постоянно. Просто нужно подросткам, таким как я, таким как подростки моего возраста, другим, показывать, что любить — это хорошо. И нужно судить людей не потому, кого они любят, а потому, любят ли они вообще. Потому что человек, который не любит, он... Я не знаю даже. Плохо никого не любить. Да, я в принципе многого не хочу. Я хочу иметь достойную работу, даже немного оплачиваемую. Просто я хочу иметь работу именно врачом, именно детским хирургом. Не знаю, хочу, чтобы у меня все было как у людей. Хочу ездить за границу, отдыхать. Хочу иметь небольшой дом с теплицей, с огородом, двухэтажный. Не знаю. Да вообще хочу уже поскорее повзрослеть.